Всем здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами очень долго не виделись, и сегодня у нас новый влог или новое путешествие уже на машине. Благо, я уже нашла машину. Не мою, ну ладно. Мы сегодня поедем в один заброшенный отель. Надеюсь, что нам разрешат или мы найдем способ, как можно пробраться. Этот отель популярный, если поищите в интернете, вы его в спокойном доступе найдете. Поэтому попробуем. Если у нас не получится, у меня есть множество сохраненных мест в сторону как раз-таки Кемера. Вот, поэтому не переключайтесь, я думаю, вам понравится, и мне тоже. Но немножко мне, если честно, сыкотно идти в заброшенный отель. Сейчас будет вам урок, как вытаскивать с кофе бус, как это называется. Никого нет. Как страшно! Ну страшно выглядит. Мы приехали. Только посмотрите на это. Еще вот все позакрывали. Это страшно и очень тихо. Вот там тоже домик есть. Сейчас мой друг поговорил с одним человеком, который работает в маркете, и он сказал, что нужно попробовать пойти поговорить с охраной. Если повезет, они разрешат зайти. Если нет, ничего не остается, потому что, вот я уточняла этот вопрос, в 2016-17 годах все заходили, и проблем вообще не было. О, блин, люди уже выходят от этого. В этом году стала напряжена данная ситуация, так как этот отель продали, сказали. Бля, надеюсь, пиздец за это. Начинаем. Знаете, это место я нашла еще где-то примерно год назад в Google картах. Я его сохранила себе в заметочке. И знаете, я прочитала очень много комментариев по этому месту и поняла, что ехать я туда точно, скорее всего, не буду, так как там, в принципе, много охраны, и есть такая вероятность, что как только вы приедете, вас развернут обратно. Я не хотела испытывать удачу, поэтому, в принципе, и забыла про это место. Но так как мой друг давний приехал в Анталию, он сказал, что «Иляки орегит мекстюром», поэтому мне ничего не оставалось, как ему сказать «Окей». Ну, понятно. Здесь кто-то уже ночевал. Как вы видите, здание пустует. В принципе, мы туда очень просто зашли. У отеля есть как раз-таки две стороны. Мы зашли вот в правую сторону, и в этой стороне не было никакой охраны. Знаете, в отеле все выглядит так, как будто бы люди ушли в один момент оттуда, хотя я знаю о том, что этот отель был очень популярен в 2000-х, 90-х годах. Это был 5-звездочный отель. Сейчас же стены трескаются, полы, в принципе, прогибаются, а на стенах написано все, что только возможно. Про мебель речи вообще не идет, потому что я не увидела ни одной мебели там. Здесь кто-то уже ночевал. Хотя в некоторых местах все еще сохранились элементы некого там интерьера.
знаете, вот смотришь на это место и начинаешь воображать, типа, а какие туда люди приезжали, а какие работники работали, какие у них были проблемы. Вот меня, правда, вот это так смущает. Мне, правда, очень интересно, а как это все там было, как это все было устроено. Потому что я знала о том, что это популярный был отель. Здесь красивая Манзара. Выглядит здесь не так страшно, как казалось. Сейчас мне что-то покажет Якуб. Манзара, посмотрите. Ебать. Опа, спасибо. Но здесь есть люди, здесь есть машины, если заметите. Вот как это раньше все выглядело. Меня немножко смущает это место, точнее, я немного его побаиваюсь. Короче, мне немножко стало страшно. И меня больше триггерят не люди, которые могут там появиться, а скорее дикие животные, потому что это место, в принципе, заброшено 20, а то и 30 лет. И я бы не хотела встретиться с очередной змеей, каким-нибудь кабанчиком или дикими собаками. Мне кажется, поэтому я не делала резких шагов. Однако мне очень было интересно наблюдать за разными комнатами, как будто вот ты читаешь какой-то вот забытый альбом. Представляешь, что когда-то это было оживленное место. Постояльцы, работники, музыка, дети, шумные дискотеки, пьяные гости, анимация, которая всех засовывает на новую игру. А теперь ветер и тишина. если вы посмотрите на стены, везде написаны города, страны и прочее. Странненько выглядит это. Знаете, больше всего меня поразила как раз-таки выходная терраса на первую половину отеля. Вот здесь самое популярное место. Аквапарк. Самое интересное, что на втором этаже, когда выходишь, шел мостик, где люди могли пройти ко второй части отеля. В первой же части отеля меня поражают, как много всего интересного там. Это какие-то фонтаны, бассейны, бары напитков и прочее. Блин, вот честно хочу сказать, я множество отелей видела, работала в них, но ничего подобного я не замечала. Этот отель даже вот спустя 30 лет выглядит очень презентабельно. Если бы этот отель захотели восстановить, он бы выглядел очень шикарно и был бы популярен, потому что, как вы увидите далее, ничего подобного в подобных отелях вы не найдете. Короче, мне немножко стало страшно, и я не пошла наверх. Вот сюда. Туда пошел Якуб, и он снимет для меня видео. Кажется, он возвращается. Короче, здесь не так страшно, как казалось. Это открытая территория. Опять-таки, если туда пройти, то, скорее всего, там будут номера с комнатами. Но я что-то не решилась туда пойти. Правильно отправлять друзей. Sen korkmuyorsun diye.
кстати, вторая часть отеля. Если видите, вот он, где мы сейчас были. И за вот этой стеной, так скажем, есть еще один отель, его продолжение. Вот как это выглядит, друзья. Здесь как раз-таки стоит мостик, через который проходит другую часть отеля. Весь зарос плющом. Вообще очень красиво выглядит, но страшновато. Знаете, мы не все прошли, потому что на второй части, на самом верху горы, были некоторые сооружения. Но, к сожалению, так как нам не позволила охрана, мы смогли только посетить некие части этого отеля. Однако все, что я видела далее, меня просто повлекло в дикий шок. Мы прошли на вторую часть. Как это все выглядит. Вакорекаш. Ну и сюда, в принципе, заходят по надписям Дима, Миша, Катя. Здесь тоже комнаты, вход. Знаете, я просто не поверила, почему такой красивый отель, который был популярен где-то в 80-х-90-х годах, стал вдруг заброшен. Вообще в этом отрезке я рассказывала о том, какие хорошие комментарии были на сайте. Я их еще раз решила перечитать и поняла, что комментарии достаточно плохие. Вообще из общей оценки 10 там стоит 5,4. И все твердят о том, что отель стал старым и непригодным для отдыха. И скорее всего, это, конечно, не точно, что у отеля, скорее всего, испортилось качество, и гости перестали просто ездить туда. Меня очень расстроил тот факт, что настолько красивый отель просто в какой-то момент превратился в пустырь. Вот так вот это все выглядит. Очень-очень жалко. Очень красивый отель, но, скорее всего, либо у него денег не хватило, либо еще что-то. Но вот сегодня, в этом году его продали. Все. В этот раз уже начались работы какие-то. И теперь... И теперь, к сожалению, сюда больше войти будет нельзя. К сожалению, наше путешествие в отеле подошло к концу. Но так как у нас осталось еще немножечко времени, мы с Якубом просмотрели все мои заметочки и нашли еще одно интересное место. Сейчас тур номер 2. Мы идем на пляж. Вот так вот через лес, через чащу. Самое интересное, что мы немножечко запутались, потому что точная геолокация в Google картах не совсем верна, и мы немножечко даже прошлись по старой анталийской дороге, хотя мало кто знает, что некоторые туристы и турки приходят сюда вот именно рядом с дорогой, посмотреть на пейзаж, не знаю, попить напитках прохладительных и просто отдохнуть, а некоторые из них ходят вот как раз-таки на этот секретный пляж. Самое интересное, что спустя год я узнала, что в этой местности есть удивительная достопримечательность. Сейчас я хочу показать еще одно интересное место, которое находится недалеко от пляжа. Вообще самое интересное, что здесь нашли наскальные рисунки. Видите на этой картинке, вот здесь изображены настенные рисунки, где изображен, я так понимаю, козел, как я уже прочитала, вот здесь, и какие-то кресты. Получается, это место впервые нашли в 1956 году. Вообще говорят о том, что в последующем здесь были найдены рисунки разных эпох. Поэтому давайте смотреть. Я пока что здесь ничего не нашла. Просто закрытые двери. Я надеюсь, через камеру я как-то их увижу. Но
Еще здесь дождь был. Вот так вот это все выглядит. Тут все закрыто. Давайте посмотрим, есть ли здесь такое. Давайте я вам увеличу. К сожалению, здесь еще стоит стекло мутное, за которым ничего не видно. И вот я только с помощью камеры смогла увидеть этот рисуночек. Вот сверху как раз-таки, я так понимаю, это козел, как было ранее написано. Вот, но крестики, которые вокруг него, я не совсем... вот я рядом увидела. Вот так выглядят первые найденные картинки в Турции. Вот беззаботный турок разговаривает по телефону. Жизнь хороша. Было бы прикольно, если бы они здесь поставили настоящее стекло, потому что вот этот убогий пластик все закрывает. И вот меня, если честно, это очень сильно расстроило. А еще я так полагаю, что мы нашли второй пляж. Посмотрите, как это выглядит. Вот так вот. Lan biz tünele mi gireceğiz? Acaba Alex çünkü Ne? bir plaja gitmek istemiyor. Alex güzel bir plaja girmek istiyor. Getirdiğin yere bak. Lan korkucu bu. Я вижу путь в конце туннеля. Страшно. Но здесь достаточно много людей. Пошли. Что это такое? Здравствуйте. Nereden bu? Ну, пока что выглядит Красиво. зыпло. Самое страшное из этого было именно спуск, потому что там крутой склон, и нужно быть очень аккуратным, чтобы дойти до него в целости и сохранности. Когда мы все-таки пришли на этот пляж, я не пожалела об этом выборе. Это место выглядит как какой-то отдельный остров. Мы сразу же туда полезли купаться. Самое интересное, что большинство пляжей именно в Анталии и сторону Кемера, которые я вот именно лично видела, это местность камневая. Поэтому, к сожалению, когда мы туда полезли, скажем так, чуть-чуть поцарапала ноги, поэтому вот если все-таки какое-то подобное место будем еще раз заходить, я все-таки куплю тапки для моря. Самое интересное, что когда мы плавали, мне было дико страшно, потому что я видела там маленьких рыбок, и мне казалось, что они ко мне подплывают. Я не знаю, насколько нужно быть параноиком в этой степени, но я боюсь вот этой живности, я не знаю, я обожаю рыбу, но я не хочу знать о том, что что-то живое может меня тронуть за спину. Самое интересное, что это место понравилось и мне, и Якубу, моему другу, и спустя время я туда тоже приведу мужа, ему тоже это место понравится. И вот даже спустя время Якуб мне припоминает, что у нас было и так там где-то часик-полтора, и у бедного Якуба, заняло где-то буквально минут 15 времени того, чтобы меня сфотографировать и снять на видео. Он этого мне до сих пор не забывает. Вот это единственное, то, что мне не понравилось в этом месте. Знаете, я после съемки видео начинаю готовить материал для нового видосика на YouTube. Я очень часто использую разные источники, чтобы написать сценарий, но, к сожалению, для этого места сценария толком и не было. Мне не было толком рассказать ничего информативного об этом местности. Про дикий пляж я вам честно скажу, там и гуглить нечего, там ничего нет. Про отель, и вот единственная информация с источников, которые нам говорили продавцы, которые нам говорила охрана и интернет, это то, что отель продали, и
интернет сказал, что, скорее всего, этот человек, который был владельцем, обанкротился. Это не точная информация, я не говорю на 100%, но вот я видела такую информацию. Единственный сайт, который написал по этой теме. Вот. Единственное, то, что сохранилось об этом отеле, это как раз-таки старенькие фотографии. Больше ничего не осталось. Хотя, возможно, это даже и к лучшему, что я не нашла ничего информации об этом месте и смогла вам скорее больше передать свое настроение и свои мысли в тот момент. К сожалению, что будет с отелем, малоизвестно. Говорят, что на это место уже выкупили новый владелец, и, скорее всего, он будет строить там отель. Сегодня этот отель стал частью как раз-таки нашей истории. И я очень рада, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой TikTok аккаунт, потому что я там очень часто снимаю видео о Турции. Поэтому всем до скорой встречи и всем пока!